Здравствуйте, меня зовут Татьяна, вы на канале Вязание Хобби. И сегодня представляю мастер-класс по вязанию вот таких вот носочков. Эти носочки мужские, размер здесь 44-45, но сразу могу сказать, что, естественно, они могут связаны быть и на женскую ногу. Что касается размера, в этом видео, в мастер-классе, я даю попетельный подробный мастер-класс по вывязыванию таких носочков. То есть, если вы хотите вязать на другой размер, у меня все вы найдете, потому что есть текстовые подсказки, и я подсказываю также в сантиметрах, в количествах рядов. То есть вы смело свяжете на свой размер носочки из такой пряжи. Что касается пряжи, вы знаете, я из нее вязала вот первый раз такие носочки, решила попробовать. И в целом, ну, если много не говорить, то в целом, в принципе, пряжа неплохая. Она хороша в первую очередь тем, что можно использовать машинную стирку. Вот, поэтому вот это вот то, что, скажем так, действительно очень удобно. Что касается, скажем так, вообще впечатления об этой пряже, то да, она хороша для носков. Она толстая, вяжется быстро. Вы знаете, носки связались очень быстро и очень приятно вязать, в принципе, потому что ниточка мягкая, приятная. Цвет, вот, кстати, сейчас очень передается на камеру. Вот, цвет это у меня 873. Пряжа Alize Wool Time. И состав 75% супервош. Остальное 25% у нас идет полиамид. Спицы рекомендованы 4-5, но я вязала 3,25. И вы знаете, ну, естественно, носочки вяжутся плотно. Я вяжу плотно носки. Если бы я брала спицы 3,5, наверное, как бы мне не очень бы понравилось, потому что, наверное, было бы более рыхло. А я носки люблю все-таки, чтобы они были плотные. Вот, поэтому спица номер 3,25. Вязала на Лескин 100 сантиметров. Мне как-то более удобно носки вязать именно 100 сантиметров. Вы можете вязать и на 80 сантиметрах. Так, что касается вот этих вот, скажем, резиночек, я сразу скажу то, что это здесь у меня провязано первый ряд после убавок в клине подъема. Я помечаю, а потом мне легче считать количество рядов до мыска. Ну, в принципе, я уже могу и сейчас без этого обойтись. Но специально вот повесила, чтобы, скажем, дать вам такую подсказку. Поэтому это очень удобно. Если где-то какую-то петельку нужно нам, скажем, зафиксировать, посмотреть, затем вернуться к ней, что-то подсчитать, или, может быть, это какие-то укороченные ряды мы делаем для того, чтобы знать, или прибавку какую-то делаем. То же самое, можно одевать вот так вот резиночку. Сейчас я уже могу ее, в принципе, отрезать, она уже нам не нужна. И вторая точно так же. По расходу этих носочков. Значит, у меня 44-45 размер. И ушло 123 грамма. У меня по размерам вообще, сейчас я вам покажу, какие у меня размеры. Здесь у меня длина вот паголенка этого, она небольшая. Так, то есть я вот до стенки пятки, до пяточки, у меня получилось где-то 13 сантиметров. 13 сантиметров. Дальше идет классическая пятка, мысок ленточный. В видео я все подробно это показываю. Поэтому, если кто-то будет вязать на большую высоту, то, естественно, расход у вас будет больше. Вот. Что касается расхода, значит, видите, 120 с чем-то грамм на носочки эти ушло. Поэтому для того, чтобы связать 2 пары носков, нужно брать уже 3 мотка. Потому что вот это вот то, что осталось,
Но, естественно, если бы я вязала повыше, то расход был бы больше. Сама ниточка, конечно, вы знаете, 200 метров в 100 граммах, так, но она, вот когда вяжешь, она довольно-таки тонкая. Вот видите, она прямо очень такая вот тонченая становится. Ну, естественно, потому что когда вяжем носки, у нас ниточка становится более такая натянутая. Так, вот я взяла для образца, скажем, сравнения, точнее, Alize Merino Royal. У нас получается тоже метраж 50 грамм 100 метров. Ну, естественно, 200 метров в 100 граммах. Но здесь у нас стопроцентная шерсть меринос. И ниточка, смотрите, даже вот если просто вот сейчас на руке показать, она, конечно, более толстая. А когда натянем, вот я натягиваю обе ниточки, вы знаете, оно вот все равно видно, что у нас, сейчас я натяну, вот, Alize Merino Royal, она все-таки более толстая. Вот, поэтому если вязать из такой ниточки, то, естественно, носочки будут еще толще. Вот, но это носочная пряжа, и она мне как бы нравится тем, что в первую очередь можно вязать в стиральной машине. Ну и в принципе носочки получились мягкие. Мягкие, приятные, поэтому смело вяжите из нее, попробуйте. Я в этом видео постаралась подробно все рассказать, описать весь процесс вязания от и до. Поэтому, если вдруг останутся какие-то вопросы, что-то будет непонятно, пишите в комментариях. Я постараюсь на все вопросы ответить. Кроме того, я хочу обратить внимание на то, что у меня набрано 60 петель. Так, но немножко, скажем, эти носочки на более широкую ногу. Вот, ну, эта резиночка, вот видите, хороша тем, что она стягивает. То есть и на худую ногу, в принципе, они тоже как бы могут пойти. Вот, можно набрать и меньше петель. Но я уже набирала именно 60 петель. Вот, поэтому хочу сразу обратить внимание на то, что я пользуюсь вот такой таблицей. Эта таблица будет фигурировать несколько раз в видео. Что в этой таблице я изменила? Смотрите, вот у меня 44-45 размера, на который я вязала вот эти носочки. Я набирала не 56 петель, так, вот количество петель, а именно, не 56, а 60. Дальше у меня длина верхней части носка 12,5 сантиметров. То есть я вот здесь провязала 12,5 сантиметров. Здесь вы можете вязать и больше. Количество петель для пятки. Ну, естественно, я делила напополам. У нас классическая пятка. Поэтому на 30 петлях я вывязывала пятку. Что касается высоты стенки пятки, у меня 28 рядов и 7,5 сантиметров. Вот это вот высота стенки пятки. Поэтому, и кроме того, да, вот это вот смотрите, что у меня не совпадает. У меня не совпадает количество петель для набора по боковым краям стенки пятки. Здесь у нас 20 для 44-го, 45 размера, а у меня 17. Так, больше я не смогла набрать, потому что у меня идет, вы знаете, вот этот вот такой вот боковой край стенки пятки, который провязывается. Вы посмотрите видео, там все объясняю. И больше, чем 17 петель, просто невозможно набрать. Если мы наберем больше, оно будет, скажем, такое вот более широкое и абсолютно нам не нужное. Поэтому вот в этой таблице, еще раз повторяю, я изменила количество петель для набора по боковым краям стенки пятки. Если вы будете вязать на другой размер, я вот все расписала. В видео тоже вы все увидите и услышите. Поэтому это у меня вот эти вот изменения. Все остальное у меня совпадает. Вот смотрите, стенка пятки, как я сказала, в рядах 28, 7,5 сантиметров. Длина стопы 24 сантиметра до мыска. Вот это вот длина
вот это и до мыска. Вот. А вся общая длина стопы у меня 29 сантиметров. То есть, если полностью вот посмотреть, видите, оно 29 сантиметров. И убавление в мыске я делала так же, как и здесь. Сначала 7 раз через ряд, а затем 5 раз в каждом ряду. Вот, поэтому все остальное у нас идет точно так же, как в этой таблице. Ну, наверное, все вот это, вот эти моменты, которые я хотела обратить внимание. Может, где-то что-то упустила. Еще раз говорю, пишите в комментариях, на все вопросы отвечу, постараюсь. Ну и начинаем. Я хочу сейчас просто связать носочки на широкую ногу, мужские, 45 размер. Метраж этой пряжи в 100 граммах 200 метров. И цвет. Цвет очень красивый, он, кстати, передается сейчас на камеру. Такой красивый, такой болотный цвет. И номер цвета 873. Сейчас будем брать спицы в работу. Я буду брать номер 3,25. Буду вязать способом Magic Loop. Если кто-то еще не умеет вязать и пользоваться этим способом, конечно, попробуйте, потому что техника вязания этим способом очень удобная. Самый удобный, на мой взгляд, способ вязания на круговых спицах. Значит, спицы номер 3,25. Леска у меня 100. Мне более удобно вязать именно 100 сантиметров. Набираем с вами 60 петель. Набираем эластичным способом, таким, которым я набираю чаще всего. Отмеряем ниточку. Для того, чтобы знать, какая длина нити нужна для набора петель, я беру вот эту нить, наматываю на спицу 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот это вот получается длина вот этой нити у нас получится нужна для набора 10 петель. У нас будет 60 петель, поэтому я увеличиваю в 6 раз. 3, 4, 5 и 6. И немножко еще оставляю, сантиметров 5 примерно, для того, чтобы все-таки убедиться в полной длине нашей нити. Набираем петли. Первая петля у нас будет двойная. Заводим спицу под нить и набираем вот таким вот образом. Это первая петля, двойная. Следующая петля и остальные у нас будут одинаковые. Вот таким образом ниточка. И с указательного пальца дальняя ниточка подхватываем, а с большого пальца ближняя, вот это. И вводим опять вот эту вот нашу петлю. Сбрасываем на спицу и таким образом набираем дальше петли. Вот у нас уже 3 петли есть. С указательного пальца будет дальняя ниточка, а с большого ближняя. И сбрасываем на спицу. И вот таким образом повторяем. Это эластичный набор петель. Он у меня самый, скажем, предпочтений, потому что он эластичный и особенно для набора петель вязания носков очень подходящий. Ну и не только, в принципе, носков. Шапок тех же самых, шарфов, различных свитеров и так далее. И набираем таким образом 60 петель, затем замыкаем вязание в круг. Вот наш этот наборный край мы делим на 2 части. В одном месте вытягиваем леску, в другом месте, пока нам не важно в каком. То есть в 2 местах мы вытягиваем леску.
И сейчас соединяем вязание в круг. Вот у нас получается вот это вот начало было. У нас здесь первая петля. Так, здесь на правой спице у нас последняя петля, вот эта. Значит, что касается замыкания вязания в круг. Обязательно, прежде чем замыкать вязание в круг, нужно посмотреть, чтобы наши петельки были все правильно повернуты. Вот этот наборный край, он должен смотреть вовнутрь. Все петли, вот смотрите, мы разделили на 3 части. И у нас вот эти вот все, весь наборный край, вот эти вот косички, они должны смотреться вовнутрь. Проверить нужно все обязательно, чтобы было все аккуратно, иначе придется потом перевязывать. Оно может перекрутиться вот таким образом, и край будет перевернут. Естественно, так носить мы носки не будем, как и любое другое изделие. Так, и сейчас поступаем следующим образом. Первая петля, вот эта вот, мы ее снимаем на правую спицу. А последнюю петлю набрасываем на первую. И сбрасываем ее. Подтягиваем ниточку. Вот таким образом. Замкнули вязание в круг. Сейчас вешаем маркер. И начинаем вязать резиночку. Резиночка у нас будет 2 на 2, то есть 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязываем первый ряд, 2 лицевые, 2 изнаночные. Следующий ряд у нас точно так же будет, тоже 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть там, где лицевые были, будем вязать лицевыми, там, где были изнаночные, будем вязать изнаночными. Провязали мы здесь 40 рядов резиночкой 2 на 2, и сейчас будем вывязывать пятку. С самого начала мы будем вывязывать стенку пятки. Вот таким образом. Вот это у нас пятка. И вот эта часть от паголенка до чашечки называется стенка пятки. Вот она. Мы ее будем вывязывать вытянутыми петлями, для того, чтобы она была более укрепленная. Видите, один ряд такой выпуклый, второй, наоборот, углубленный. Вяжется очень легко. Кроме того, обращаю ваше внимание на то, что край в стенке пятки у нас будет выглядеть вот таким образом. Видите, очень красиво, как фабричный край получается с одной стороны и с другой. И сразу покажу, как он выглядит на изнаночной стороне. Вот этот вот стенка пятки, она выглядит на изнаночной стороне вот таким образом. Тоже очень красиво, симпатично смотрится. А сама стенка пятки, вот она, вот так вот выглядит на изнаночной стороне. Значит, сейчас мы с вами делим вязание на 2 части. На одной спице 30 петель, на второй спице 30 петель. И начинаем провязывать первый ряд стенки пятки. Будьте внимательны. Самое главное, в первую очередь, обращаю ваше внимание, это у нас лицевой ряд вот этот. Затем мы с вами будем разворачивать вязание, будем поворотными рядами вязать, и второй ряд будет изнаночный. Значит, для того, чтобы получился вот такой вот красивый край, мы должны соблюдать следующий принцип вязания. В лицевых рядах мы провязываем все петли лицевыми. То есть, внимание, и первые 2, и последние 2 мы тоже будем провязывать. Последняя петля тоже провязывается. Но вытянутые петли вяжутся следующим образом. Смотрите, значит, первые 2 провязываем лицевые в лицевом ряду. Затем у нас идет вытянутая петля. Каким образом? Смотрите, мы вот эту вот петлю снимаем, и нить остается за работой. Вторая лицевая. И чередуем.
нить за работой, снимаем. Лицевая. Опять снимаем нить за работой, лицевая. Снимаем. Видите, она очень легко дальше сама там находится. Лицевая. Снимаем. Лицевая. Снимаем. Лицевая. Снимаем. Лицевая. И так далее. То есть до конца ряда мы таким образом провязываем всегда в лицевых рядах. Это у нас идет первый. Значит, мы с вами провяжем в третьем, в пятом, в седьмом и так далее. И смотрите, дохожу я до 3 петель последних. У меня получается вот эта вот петля снятая. Дальше у нас будет лицевая. И 2 последние петли, как я уже сказала, мы с вами провязываем лицевой. Вот это у нас лицевой ряд. Мы так будем вязать все лицевые ряды. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Сейчас вяжем второй ряд, но это первый ряд изнаночный. Все изнаночные ряды будут одинаково вязаться также в стенке пятки. Внимание! Вот эти вот 2 первые петельки и последние. Мы не будем их провязывать, мы будем их снимать. Ну, первая петля у нас кромочная, мы ее снимаем. Смотрите, нить перед работой. Вот мы сняли первую петлю. Вторую тоже снимаем, и нить тоже перед работой. Вот она, видите, перед работой. Вот здесь она. Мы сняли, все. Дальше все петли у нас будут изнаночные, потому что это у нас изнаночный ряд. И так мы будем с вами провязывать до конца ряда. Те петли, которые были сняты, вот они, видите, тоже провязываем все изнаночными. До конца ряда провязываем все петли изнаночные. Единственный момент, на изнаночной стороне петельки провязывайте более туго. Вот эти изнаночная сторона, она вяжется более туго, не расхлябана, потому что будут такие пробелы между рядами, будет некрасиво. Так, довязываем до последних 2 петель. Так, и вот смотрите. Вот у нас 2 петли остались, поэтому мы их тоже снимаем, так же, как и первые. Нить перед работой. 1 петля и 2 петля. Все, ниточка перед работой. Разворачиваем вязание уже на лицевую сторону. Это идет у нас уже второй ряд лицевой. Лицевой ряд второй. Первые 2 петли мы с вами будем провязывать. Подхватываем ниточку и провязываем. Вторую петельку мы тоже с вами провязываем. Видите, вот эти вот 2 петельки, которые мы снимали на изнаночной стороне, мы их провязываем. Что в начале ряда, что в конце, мы их полностью провязываем. Единственный момент, смотрите, вот 2 петли вы провязали, и дальше у нас шла петелька вытянутая. Поэтому мы ее снимаем. Всегда вот эта вот петля у нас, получается, будет снятая. Нить за работой. И следующую петельку провязываем. Дальше снимаем, провязываем. Снимаем нить за работой, провязываем. Если вы вдруг забыли, какая петля у нас снятая или провязанная, смотрите, можно догадаться, скажем так, посмотреть каким образом. Вот уже немножко даже видно. Давайте я, наверное, провяжу, вернее, покажу на втором носочке. Смотрите, вот у нас вот эти выпуклые петельки, да? Вот одна выпуклая, вот вторая. Между ними такое углубление. Там тоже лицевая петля. И вот та, которая в углублении, она провязывается всегда. Поэтому, как только увидите вот это углубление, значит, мы ее должны провязывать по лицевой стороне. А вот эти петли, они снимаются по лицевой стороне. Те, которые выпуклые.
вот это вот снимается, это снимается, это снимается. А то, что в углублении, она всегда по лицевой стороне провязывается. Значит, еще раз пересмотрим, что у нас. Вот у нас шла петелька снята. Видите, это уже идет в углубление такое. Дальше мы провязываем. Опять снимаем, провязываем. Чем больше рядов, тем будет более заметно, где у нас вот эти вот петли вытянутые, а где у нас провязанные. И вот таким образом вяжем до конца ряда. Это второй лицевой ряд. Смотрите, предпоследняя, вот эта вот третья петля у нас лицевая, мы ее провязали. И последние две петельки мы тоже с вами провязываем по лицевой стороне. Вот так заключается принцип вязания вот такого бокового красивого края стенки пятки. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И опять же повторяем так же, как и в первом ряду. Первая петля у нас кромочная, снимаем. Вторую тоже снимаем, нить перед работой. Дальше идут все изнаночные. Доходим до последних петель. Вот это вот у нас будет третья, предпоследняя. И две последние петельки мы снимаем, нить перед работой. Вот так. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Развернули вязание на лицевую сторону. И смотрите, у нас уже идет пятый ряд. А лицевой это у нас получается третий. И провязываем вот таким образом дальше. Для того, чтобы получилась вот такая стенка пятки на высоту вот эту, у нас 7 сантиметров высота пятки. Мы будем провязывать сейчас рядов. Так, я уже вот провязала здесь 28 рядов. Еще раз давайте посмотрим на вытянутые петли. И считать количество рядов очень легко. То есть, когда я вяжу, я их не считаю, а затем уже подсчитываю по количеству вытянутых петель. Вот смотрите, вот у нас идет первая вытянутая петля. Значит, это 2 ряда. И считаем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. И вот это у нас будет 28. Значит, 28 рядов я уже провязала. Но обращаю ваше внимание на то, что это у меня размер 44-45. Вы, когда вяжете на свой размер, высота вот этой стенки, конечно, будет для каждого размера своя. И разница между размерами составляет полсантиметра. Поэтому для того, чтобы связать на размер больше, если у вас будет размер 46-47, значит, вы будете вязать 30 рядов, то есть на 2 ряда больше. И на полсантиметра сразу у вас увеличится стенка пятки. Вот эта высота. Если вам нужно связать на размер меньше, 42-43, значит, вяжите на 2 ряда меньше. На 42-43 у вас получится 26 рядов. Если у вас будет 41 или 40 размер, еще на 2 ряда меньше, то есть 24 ряда вы провяжете. И так далее. 38, 39, 22 ряда. Если 36 или 37 размер, это 20 рядов. И так далее. По табличке, которая вот у вас сейчас появится, посмотрите внимательно, высота стенки пятки. Она идет сначала в рядах, показано, сколько рядов, а дальше идет количество в сантиметрах. Точнее, высота в сантиметрах. Поэтому по этой табличке вы смело вяжете на свой размер. То есть, еще раз говорю, это у меня размер 44-45, провязано у меня 28 рядов.
После того, как вывязана стенка пятки, мы начинаем с вами вязать чашечку. Чашечка – это нижняя часть пятки. Вот она. Вот это называется чашечка. Обращаю ваше внимание на то, что стенка пятки у нас вывязана с вытянутыми петлями, а дальше мы будем вязать именно лицевыми. Поскольку чашечка тоже вяжется поворотными рядами, естественно, в лицевых рядах будут лицевые петли, вытянутых уже не будет. На чашечке у нас нету. Можно вязать и вытянутыми, но я вязала простыми петлями. Поэтому по лицевой стороне мы вяжем лицевые петли, по изнаночной стороне будут изнаночные петли. И начинаем провязывать. Суть чашечки заключается в том, что у нас на спице вот этой 30 петель мы делим на 3 части. У нас ровно делится, то есть по 10 петель на 3 части. Если у вас что-то не делится, значит остаток приплюсовывайте к центральным петлям. И начинаем с вами вывязывать первый ряд чашечки. Провязываем первые 10 петель. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первые 10 петель мы провязали. Следующие провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Смотрите, вторая часть уже провязана всего лишь 9. Почему? Потому что последняя петля со второй части и первая петля с третьей части, она будет провязываться вместе. Но, внимание! Сейчас мы будем провязывать их за задние стенки. Вот эти 2 петельки мы будем провязывать за задние стенки. Еще раз повторяю. Последняя петля со второй части и первая петля с третьей части провязывается за заднюю стенку вместе. Вот таким образом. Все, мы смяли. Если посмотреть на чашечку в готовом носке, у нас получится вот такая вот косичка, когда мы полностью вывяжем эту чашечку. Сейчас, после того, как мы провязали 2 петли вместе за заднюю стенку, мы разворачиваем вязание. Чашечку вяжем поворотными рядами. И смотрите опять, ниточка идет вперед, петля снимается. Вот это вот, которую мы провязали 2 вместе. Дальше идут изнаночные. Но изнаночные мы сначала провяжем центральные 10 петель. Смотрите, вот с этой уже считаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель мы провязываем центральной. Вот смотрите, они уже отделяются, эти центральные петли. 2, 4, 6, 8, 9. Опять же, последняя петля центральной части и первая петля третьей части провязываются вместе, но на изнаночной стороне, для того, чтобы получилась вот такая вот косичка, на изнаночной стороне мы провязываем 2 вместе, но за переднюю стенку изнаночной. Вот так. То есть последняя петля центральной части, 10-я, и первая петля, вот она у нас тоже 10-я, 2, 4, 6, 8, 9, 10-я. Вот эти 2 петельки мы с вами провязываем изнаночной, вот таким образом. Опять разворачиваем вязание. Идет второй лицевой ряд чашечки. Третий ряд, но второй ряд лицевой. Смотрите внимательно. Мы первую петельку снимаем вот таким образом. Нить уже за работой, чтобы у нас сохранялась вот эта вот косичка красивая. Если вы сделаете наоборот, эта косичка будет у нас перевернутая и будет некрасивая. Значит, сняли, ниточка за работой.
И в лицевом ряду провязываем дальше петли центральные, не доходя последней. Здесь запутаться невозможно. Почему? Потому что, смотрите, они уже отделяются. Вот эти вот центральные петли, они уже видны, отделяются. 10 петель. 2, 4, 6, 8, 9 и это 10-я. 10-я петля и первая петля третьей части провязывается за передние стенки вместе на лицевой стороне. Вот видите, как красиво получается уже эта косичка. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и повторяем так же, как мы вязали первый изнаночный ряд. Снимаем провязанные эти две петли вместе, ниточка перед работой. Дальше идут у нас изнаночные. Провязываем изнаночные, опять не доходим до последней центральной петельки. Вот она у нас, видите, она уже видна, отделяется. И ее провязываем вместе со следующей, первой, с третьей части. Последняя петля и первая с третьей части. Провязывается на изнаночной стороне за передние стенки изнаночной. Вот таким образом. Подтягиваем. И подтягиваем обязательно. И вот таким образом мы с вами будем повторять до тех пор, пока вот эти вот боковые петли у нас не убавятся. То есть здесь их вообще не должно быть. Останется на спице всего лишь 10 центральных петель. Повторяем точно так же. И тогда у нас уже будет вывязана вот эта вот чашечка. Это второй этап вывязывания простой, прямой, ну еще говорят классической пятки. Сейчас у меня остается одна убавочка, я вам покажу, как делать последние убавки. Вот я 2 вместе сделала изнаночной, по изнаночной стороне. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Провязываем 9 петель. И смотрите, вот это вот 10-я петля от центральной части и плюс последняя петля. Провязываем лицевой за заднюю стеночку. И с этой стороны у нас они закончились. На изнаночной стороне доходим до конца ряда. Провязываем до конца этого ряда. И последние петли, вот смотрите, вот это вот последняя петля с центральной части и первая с последней части. Провязываем изнаночной. Вот таким образом. И смотрите, подтягиваем. Только обязательно подтягивайте, чтобы у нас вот здесь вот было плотно. Смотрите, у нас осталось на спице 10 центральных петель. 2, 4, 6, 8, 10. То есть мы с вами делали убавки. С одной стороны 10 петель и с другой стороны. Сейчас смотрим внимательно на наш носочек. У нас вывязана стенка пятки. И вывязана чашечка. Вот так она выглядит по лицевой стороне. Вот эти вот убавочки, когда мы делали, видите, они получаются такая вот косичка. И с другой стороны точно так же. По изнаночной стороне это выглядит следующим образом. Так, сейчас мы с вами переходим к следующему этапу. И смотрите, чашечку делим на 2 части. У нас получается ровно 5 петель. Для того, чтобы удобно было вязать. И сейчас мы с вами будем набирать боковые петли. Вот эти вот по бокам. Вот эти вот боковые петли. Провязываем 5 петель сначала. Вытягиваем спицу. Опять провязываем 5 петель. Последнюю тоже мы провязываем.
И начинаем с вами набирать петельки. Смотрите внимательно. Мы с вами будем набирать петельки вот по этой косичке. Из каждой косички у нас получается одна петля. Смотрите, вот у нас идет первая косичка. Так, я вам ее покажу без ниточки. Вот. Вот это. Видите? Вторая вот эта. Это третья. И с этих косичек за 2 дужки мы с вами будем набирать. И у нас должно набраться здесь 17 петель. Начинаем набирать. Так, вот у нас одна. Дальше идет вторая, третья, четвертая. Вот видите, оно получается вот так. И таким образом мы с вами набираем дальше петли. 16 петель мы с вами легко наберем из этих боковых косичек. 16 петель. 17 мы будем поднимать немножко по-другому. Тихонько, не спеша, за эти двойные косички. Вот когда мы с вами вязали стенку пятки, как я вам говорила, таким принципом вязания, у нас получится такой вот красивый боковой край стенки пятки. Вот такой вот. Вот мы сейчас набираем эти петли, и когда потом провяжем, у нас будет вот такой вот красивый боковой край стенки пятки. Так, смотрите, теперь считаем петли. 5 петель было на чашечке, 2, 4, 5. Остальные мы с вами набирали. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Нам надо набрать еще 2 петли. Смотрите, еще одну петлю мы с вами наберем, а последнюю, 17-ю, мы будем набирать из вот этой вот протяжки. Я сейчас верхнюю часть также разделю на 2 половинки. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. У нас должно быть сверху. Вытяну слезку именно на этой половинке, чтобы удобнее было вязать. И смотрите внимательно. Набрасываем вот эту вот протяжку на левую спицу и провязываем ее скрещенной петлей, то есть за заднюю стенку. Еще раз показываю. Вот таким образом набросили и провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. Вытягиваем всю ниточку. Вот так. Вот. И у нас тогда вот это вот соединение будет без дырочки, когда мы дальше будем вязать. Я вешаю маркер сюда для того, чтобы разделить нижнюю часть нашего вязания и верхнюю. Так будет более удобно. Для того, чтобы потом, когда мы будем делать убавочки, мы видели конкретно, где они будут, должны быть сделаны. И дальше мы вяжем по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые. Это у нас верхняя часть носка. То есть мы сейчас провязываем полностью вот эту часть. Затем переходим на другую сторону верхней части, провязываем. И вот здесь вот остановимся. Провязана верхняя часть. Вешаем маркер для того, чтобы разделить верхнюю и нижнюю часть. И также первую петлю вот эту мы будем делать из протяжки. Поднимаем петельку, точнее протяжку, и провязываем скрещенной за заднюю стенку. Вот так. Дальше мы поднимаем петельки также из этой вот косички.
за 2 дужки. То же самое, значит, одну петлю мы с вами уже подняли, скажем, сделали. Сейчас еще 16 петель у нас должно быть поднято из этой вот косички. То есть одинаковое количество должно быть по бокам, что с этой стороны 17 петель, что с этой стороны. Поднимаем эти петельки за 2 дужки. Смотрим внимательно. Вот у нас первая дужка, и мы ее подхватываем. Но обязательно помните про то, что она должна быть хорошо подтянута. Так? То есть дырочек нигде не должно быть. Вот она, да? Так, и смотрите внимательно. Если у вас когда-то вот такое получается отверстие, да, то, конечно, его не должно быть. Значит, здесь можно как бы поступить еще другим образом. То есть посмотреть. Опять вот у нас отверстие, да. Значит, можно еще поднять следующим образом. Вот смотрите. Поднимаем вот эту вот дужку. Затем ищем нижнюю, с нижней стороны тоже цепляем дужку нижнего ряда и продеваем эту ниточку свою. И смотрите, подтягиваем. Вот у нас уже здесь, вот здесь вот у нас нету отверстия. Что касается вот этого отверстия, смотрите, оно уже получилось тоже некрасивое. Если мы провяжем дальше, оно все равно остается. Значит, будем делать другим способом. Это, скажем так, иногда проходит быстро. Можно найти способ, как здесь поднять петлю. Можно и, скажем, немножко повозиться. Но нужно сделать это для того, чтобы было красивое соединение. Вот смотрите, вот так вот я подняла. И смотрим. О, видите, у нас уже отверстия здесь никакого нет. Можно так оставить, поэтому дальше уже набираем петли за дужки. И смотрите, вот уже никакой у нас дырочки здесь нет. Дальше пересчитайте, чтобы все петли были набраны. Так, пересчитываем количество петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. И последняя 17-я петля, вы знаете, я ее делаю таким образом. Смотрите, если мы наберем вот так, вот у нас будет такое некрасивая тоже дырка. Поэтому я беру вот эту вот протяжку, подхватываю, набрасываю на спицу и провязываю скрещенной лицевой. Вот так. Вот при самой этой косичке. И здесь отверстия уже не будет никакого. Будет красиво смотреться. Мы набрали здесь 17 петель по бокам. И с другой стороны точно так же. Сейчас продолжаем вязание. Довязываем нашу чашечку. 5 вот этих петель. И вот так вот выглядит сейчас наше вязание, когда мы набрали петли по боковым краям стенки пятки. Вытянем немножко вот эту спицу лески. И если вот так вот разложить, скажем, вот оно на данном этапе наша пяточка. Так, теперь следующее. Смотрите, я обращаю ваше внимание на то, что это размер у нас 44-45. И по боковым краям стенки пятки мы набирали 17 петель. Сейчас я вам покажу то, что я рассчитала. Вот у нас получается на этом листе все расписано. Для какого размера, количество петель всего мы набираем, количество по бокам петли, вот эти вот, которые мы говорили. Так, и убавки, которые мы будем делать к линии подъема. Все расписано. Единственное, вот давайте так. Здесь у нас 45-44 размер, но я вяжу на как 60 петель, потому что на широкую ногу.
Вот, поэтому если нога узкая, значит вы на этот размер берете 56 петель. Понятно, да? Так, и сейчас смотрите. У нас убавки. Вот наш размер, но 17 петель. И у меня также будет 7 убавок в клине подъема. Так, можете сделать скриншот. И продолжаем дальше вязание наше. Первый ряд мы с вами будем вязать все петли лицевые. То есть, смотрите, вот сейчас мы провяжем полностью один ряд лицевыми. Кроме вот этого верхней части нашего носка. То есть вверх мы будем вязать так же, как идет у нас по узору. То есть 2 изнаночные, 2 лицевые. У нас получится вот таким образом. Вверху у нас резиночка будет 2 на 2, а внизу лицевая гладь. То есть после маркера мы вяжем уже изнаночную, берем 2, затем 2 лицевые и так далее. Итак, первый ряд у нас уже полностью провязан, а сейчас мы с вами начинаем провязывать ряды с убавками. Еще раз покажу вам. У нас для 45-44 размера 17 петель по бокам было набрано и 7 убавок должно быть в клине подъема. Что это за убавки? Вот если рассмотреть, вот в данном случае вот отсюда начинались убавочки, видите, и до вот этой вот резиночки. Их было 7 раз. Они делаются, убавки эти, через ряд, поэтому здесь провязано 14 рядов. В каждом втором ряду у нас убавки. Делаются они следующим образом. Довязываем до 3 петель вот этого маркера. И сейчас у нас идет первая убавка в клине подъема. Смотрите, вот эти вот 2 петельки мы будем провязывать за передние стенки лицевой. Вот так. И это у нас убавка вправо. Каким образом мы запоминаем, куда убавка влево, куда убавка вправо? Можно запоминать таким способом. Вот у нас идет пяточка, она идет справа, с правой стороны. Значит, убавка должна идти тоже вправо. Следовательно, на другой стороне, когда мы довяжем вот до сюда, здесь мы тоже будем делать убавку. И уже пятка наша с левой стороны, значит, убавка должна идти влево. Но здесь провязывается немножко по-другому. Значит, убавки мы будем делать, не доходя одной петли до маркера. И это у нас петля будет провязываться всегда лицевой. Ну, оно получается более красиво. Вот если посмотреть на этот носок, смотрите. Вот у нас шли вот эти вот убавочки. А вот эта вот петля, она всегда провязывалась лицевой, и она вот выглядит таким образом, видите? А это вот у нас идет с убавками. Сейчас мы с вами провязываем верхнюю часть носка резиночкой 2 на 2 и встречаемся возле этого маркера. Здесь опять провязываем первую петлю лицевой, всегда первая петля после маркера будет провязываться лицевой. А следующие 2 петли мы с вами будем делать убавку. Убавка влево, потому что пятка у нас с левой стороны. Провязывается убавка следующим образом. Первую петлю мы снимаем вот эту, вторую мы провязываем лицевой, и ту, которую мы сняли, набрасываем на ту, которую мы провязали. Вот так. И эта уже косичка, если присмотреться, она идет, смотрит уже влево. Вот так вот делается убавка влево. Дальше петли идут все лицевые. Довязываем этот ряд.
И мы с вами провязали первый ряд с убавками. То есть в одном ряду у нас будут 2 убавки. Убавки у нас будут возле одного маркера с одной стороны и возле другого маркера. Следующий ряд идет у нас уже без убавок. То есть мы полностью провязываем сейчас вот эту часть лицевыми. Вверху у нас будет резиночка 2 на 2. Дальше опять идут лицевые. И следующий ряд в третьем ряду, а это будет второй ряд лицевой, мы будем делать опять убавку. Точно таким же самым образом. Я уже не буду вам показывать. Поэтому еще раз обращаю внимание на то, что одна петелька до маркера провязывается лицевой всегда с этой стороны и вот с этой стороны. А убавки делаются именно вот не доходя одной петли. Вот эти вот в следующий раз мы убавим. А с другой стороны в следующий раз мы убавим вот эти 2 петли. Это остается, а вот эти будем убавлять. Таким образом, пяточка у нас справа, значит убавка будет вправо. Если у нас пятка находится слева, значит здесь у нас убавка идет влево. Итак, мы с вами делаем дальше убавки. То есть у нас всего получится 7 рядов с убавками. И тогда у нас на спице после маркера внизу должно остаться 15 петель. То есть было 22 петли, 7 убавили, получится 15. В результате сверху, если вот отсюда начиная, на одной спице у нас будет 30 петель. И, естественно, и на другой тоже 30 петель. То есть всего у нас получится 60 петель, те, которые мы с вами набирали в самом начале. То есть у нас после убавок в клине подъема должно получиться то количество петель, которое было изначально набрано. Здесь 60, значит после убавок у нас тоже будет 60 петель. Вот после вот этого последней убавочки дальше идут у нас опять 60 петель. Провязываем дальше самостоятельно. У меня провязано сейчас 6 убавок, осталась последняя 7, и сейчас я вам покажу еще раз. Довязываем вот до 3 последних петель маркера. Пяточка у нас находится справа, значит убавка идет вправо. Она очень легкая. За 2 передние стенки провязываем лицевой. Эта петля у нас всегда провязывается лицевой. Это убавка вправо. Провязываем вверх и встречаемся возле этого маркера. Провязываем после маркера одну петлю лицевой. Дальше идет у нас убавка влево. Пятка у нас слева, значит убавка влево. Снимаем одну петлю, вторую провязываем и набрасываем ту, которую мы снимали, на следующую петлю. И вот видите, получается вот такая вот косичка. Это убавка влево. Дальше провязываем полностью все лицевые до конца этого ряда. И на этом у нас получаются все убавки выполнены. То есть мы с вами уже сформировали клин подъема. Вот он. Вот этот вот клин подъема и есть. 14 рядов. 7 убавок, значит у нас здесь провязано через ряд 14 рядов всего. И сейчас мы с вами дальше будем вязать по кругу, сохраняя рисунок верхнюю часть, резиночку 2 на 2, нижние лицевые. У нас получается на спицах сейчас 30 петель на одной и на второй. То есть всегда
После того, как мы сформируем клин подъема, у нас должно оставаться на спицах то количество петель, которые мы набирали в самом начале. Так, сейчас мы будем дальше вязать. И смотрите, мы повесим маркер на последнюю убавочку, когда мы дойдем вот до этого места. И дальше от этой убавки мы будем вязать по кругу 52 ряда. То есть, вот смотрите, на этом носочке показываю, вот здесь у нас последняя убавка. И начиная от этой убавки до начала формирования мыска, вот до этого места, я провязала 52 ряда. То есть, получается, это на размер 44-45. Что касается размера другого, если вы будете вязать меньше или на размер больше, значит, нужно брать разницу в рядах примерно 3 ряда. Если размер больше, значит, берете уже не 52 ряда, а возьмите лучше даже 56 рядов. То есть размер 46-47 это будет 56 рядов. Если же на размер меньше, значит, берите на 3-4 ряда меньше. Смотрите, вот у меня расписана таблица. И в этой таблице у нас показано количество рядов от последней убавки, как я сказала, в клине подъема до начала формирования мыска. Вот наш размер 44-45, и я провязала 52 ряда. Это на спицах, обращаю ваше внимание, 3,25. И расписаны размеры все, поэтому посмотрите количество рядов для своего размера. Сколько вы будете провязывать вот это вот расстояние. То есть от начала, от последней убавки до начала формирования мыска. Я сейчас буду вязать 52 ряда. Покажу поближе, как я одеваю вот эту вот резиночку на петельку. Вот у нас была последняя убавка. Вот видите, она видна, что она двойная. Я набрасываю вот эту резинку на спицу, на эту петлю. И дальше начинаю провязывать. Снимаю эту резиночку, и вот видите, она уже зафиксирована. Затем, когда мы уже провяжем полностью носки, и нам не нужна она будет, мы просто ее разрежем ножничками, или даже можно вот так вот оторвать. Удобно это тем, что мы видим конкретно ту петлю или тот ряд, который вот нам важен. Итак, мы сейчас с вами провязали. Вот отсюда, смотрите, это у меня резиночка. Я всегда помечаю начало первого ряда после последней убавки в клине подъема. Вот у нас были убавки в клине подъема. И здесь была у нас последняя убавка. Точнее, это первый ряд. Я всегда помечаю первый ряд, который идет после последней убавки. Если в рядах у меня получилось 52 ряда. Если смотреть по размерам, значит, смотрите, вот от начала пяточки до начала провязывания мыска у нас 24 сантиметра. То есть такая длина стопы у нас до начала формирования мыска. 24 сантиметра. Следовательно, сейчас мы будем с вами делать, уже провязывать мысок. Что касается других размеров. Здесь размеры высчитать очень просто. Я сейчас ставлю табличку. Вот смотрите, по этой табличке вы смотрите внимательно вашу нужную длину стопы для своего размера. То есть, смотрите, у меня размер 44-45, значит, длина стопы у меня 24 сантиметра. По таблице, которую вы сейчас видите, вы можете смело рассмотреть и определить, какая у вас должна быть длина стопы до формирования мыска. То есть вы можете вязать смело на любой размер,
Но единственное, самое главное, это должны рассчитать, какая у вас длина стопы до начала мыска. Так, сейчас будем формировать наш мысок. Мысок у нас будет ленточный, он более популярный. Ну, вы знаете, наверное, скажем, один из самых таких вот действительно ходовых мысков, которые провязываются у нас в носке. Поэтому будем вязать вот этот вот мысок ленточный. Каким образом? Смотрите, вот у нас этот маркер. Он у нас показывает то, что делится наше вязание. Смотрите, вот эти вот 15 петель до маркера и остальные 15 петель, которые идут у нас на верхней части носка. Мы с вами будем делать убавки сейчас до маркера и после маркера. Но одну петлю мы с вами будем не довязывать. И здесь до маркера, и после маркера. Так, начинаем. Первый ряд с убавками. Провязываем мысок. Сейчас он вяжется лицевыми. В том числе и на верхней части носка мы тоже будем вязать лицевыми петлями. Провязываем до этого маркера, но не довязываем до маркера 3 петли. Смотрите, вот эти вот 3 петли, которые мы с вами сейчас будем брать в работу. Третью и вторую перед маркером мы с вами будем провязывать и делать убавку. Сейчас эта убавка будет вправо. Она делается следующим образом. За передние стеночки подхватываем 2 петли и провязываем лицевой. Вот так. Эта петля у нас провязывается всегда лицевой. То есть мы ее не будем убавлять. После маркера также мы первую петлю не будем с вами ничего убавлять. Она все время будет у нас идти. Вот эти вот 2 петли лицевые до маркера и после маркера, они у нас будут всегда лицевые, без убавок. Дальше идет убавка. Смотрите, убавка у нас уже будет идти влево. Каким образом? Первую петельку мы с вами снимаем, вторую провязываем лицевой, а которую мы сняли, мы будем набрасывать на ту, которую провязали. Вот таким образом. Это называется убавка влево. Так, то есть, если посмотрим на наш маркер, до маркера мы делаем убавочку вправо, а после маркера убавка влево. Я еще раз потом вам покажу, как делаются эти убавки. Значит, сейчас провязываем полностью лицевыми верхнюю часть носка тоже. Довязываем вот до этого маркера, не довязываем 3 петель. До маркера мы делаем убавку вправо. Смотрите, 2 вот эти вот петли мы с вами за передние стеночки провязываем лицевой. Вот так. Эта петля, которая до маркера, всегда лицевая. Мы ее не трогаем, мы не будем ее убавлять. Следующая после маркера также у нас провязывается лицевой, и мы ее трогать не будем. После маркера мы делаем убавку влево. Одну петлю мы снимаем, вторую провязываем, и ту, которую мы сняли, набрасываем на ту, которую мы провязали. Вот таким образом. Это убавка влево. Так, еще раз повторяю, до маркера у нас будет убавка вправо, а после маркера убавка влево. И сейчас провязываем эту спицу полностью до конца. Это у нас был первый ряд с убавками. Значит, в одном ряду у нас, смотрите, убавка до маркера, до маркера была и после маркера. И здесь точно так же. Значит, в одном ряду мы убавили 4 петли. Так мы будем делать убавки через ряд. И обращаю ваше внимание на то, что у нас таких убавок будет 7. 7 раз мы с вами убавим через ряд. Вот первый раз мы с вами сделали убавку. Еще нам нужно сделать 6 раз, но уже через ряд. Сейчас мы провязываем следующий ряд без убавок. Затем
третий ряд уже по счету в мыске у нас будет с убавками. И опять мы с вами убавим до маркера одну петлю и после маркера. До маркера у нас идет убавка вправо, а после маркера убавка влево. Если вы, скажем, немножко призабыли, значит отмотайте, посмотрите, как я вам показывала эти убавки. Так, значит, сейчас провязываем этот ряд без убавок. Это у нас будет второй ряд в мыске. Затем третий ряд мы будем делать убавки. Четвертый ряд без убавок. Ну и так далее. То есть 7 рядов мы делаем с вами с убавками. А 7 рядов без убавок. Итого у нас должно сейчас быть провязано 14 рядов. И вот так выглядит мысок, когда мы сделали убавки уже через ряд. Поэтому получается, на одной спице у нас было 30 петель. Мы делали убавочку до маркера и после маркера. То есть 7 умножить на 2 это 14 убавок мы с вами сделали. 30 петель минус 14 у нас сейчас на одной спице должно быть 16 петель. А сейчас мы с вами будем делать уже убавки в каждом ряду 5 раз. То есть сейчас мы с вами провяжем еще 5 рядов, но будем делать уже убавки в каждом ряду. И убавок у нас уже будет 10 с одной стороны и с другой стороны 5 раз. Значит, 10 убавочек мы с вами сделаем. Сейчас у нас 16 петель. Минус 10, которые мы с вами убавим. И у нас окажется на спице 6 петель с одной стороны и с другой стороны. Убавляем таким же самым образом. Отрезаем ниточку, ну, примерно 10-12 сантиметров, можно немножко больше. И сейчас делаем следующее. То есть мы будем с вами сшивать эти петли швом петля в петлю. Каким образом? На канале у меня есть отдельное видео. Если кого-то заинтересует, можете перейти сейчас по ссылочке. Оно появится сейчас в верхнем правом углу. Ну, в принципе, я сейчас вам покажу. Что касается этого шва, я могу сказать то, что я его осилила тогда, когда начала вязать носки. То есть для меня это было очень сложно понять, где, куда вводить иглу, поэтому для себя я запомнила именно такой способ. Вот, поэтому смотрите внимательно. Вот у нас 2 спицы. Первая спица, это у нас, она идет к нам, то есть это мы будем считать лицевая сторона. Вторая спица, это у нас изнаночная. Значит, если у нас, вот мы сейчас будем переходить на лицевую спицу, значит, первое движение на лицевой стороне, то есть на этой спице, которая к нам поближе, мы делаем следующее. Сначала вводим иглу в первую петлю, и это движение вправо. Снимаем. Эту петельку мы снимаем. Первую мы всегда будем снимать. Вторая петля уже будет идти влево. Вот иглу мы завели. И выводим ее влево. То есть на этой лицевой стороне сначала в первую петлю мы идем движение вправо, а затем влево. Так, вот у нас уже вторая петля, которую мы пошли влево, но мы ее не снимаем. Мы снимаем только первую петлю. Так, теперь переходим на другую сторону, вот на эту спицу, которую мы считаем, что она изнаночная. Здесь делаем точно так, но наоборот. Раз изнаночная, мы сначала идем влево, смотрите. Снимаем эту петельку. Первую петлю мы снимаем. А затем идем вправо. То есть вторая петля, вводится игла, и мы идем уже вправо. Вот сюда. То есть наоборот. Так, и смотрите, у нас на спице получается 2, 4, 5 на одной спице петель, и на второй тоже 5 петель. Переходим на эту сторону, которую мы считаем лицевой. Первое движение это вправо. Вот смотрите, вот таким образом. Снимаем эту петлю. Дальше идем влево, вот сюда. В следующую петлю, но влево. Все. Переходим на другую сторону, на изнаночную. Наоборот делаем. Сначала мы идем влево. Снимаем эту петельку. И сейчас идем вправо. И вот таким образом мы с вами сшиваем наши петельки.
Первая петля снимается. На другой стороне сначала идем влево, снимаем эту петлю, а затем идем вправо. И смотрите, одинаковое количество петель должно быть после этого. Переходим на другую сторону. Сначала идем вправо, снимаем, затем влево. На другой стороне наоборот. Сначала идем влево, снимаем, а затем вправо. И дальше. Таким швом можно сшивать все горизонтальные изделия. Так, переходим на другую сторону. Сначала идем влево, снимаем эту петлю, а затем вправо. И смотрите внимательно. Вот у нас остается 2 петли, то есть на одной спице и на другой. Сейчас очень важно сделать красивое сокрытие последних петель. Каким образом? Вот мы остановились на той спице, значит, естественно, мы идем уже вот на эту первую спицу. Она у нас идет, как и я вам объясняла, первое движение вправо. Мы делаем вправо. Снимаем. На другой спице у нас только одна петля, и первое движение мы делали влево, значит, мы тоже идем влево. Снимаем. Больше у нас петель нет. Сейчас самое главное, смотрите, вот у нас, скажем, очень много вот такой вот нити. На изнаночную сторону заводим руку. И смотрите, вот это вот внимательно смотрим, где у нас начало между этих 2 петель. Вот она. И продеваем иголку туда вовнутрь. Смотрите, вот я ее прячу. Подтягиваю. И вот таким образом у нас прячется эта нитка. Если вот такое вот что-то остается, значит, подтягиваем еще больше. И его вообще не должно быть. Смотрите, вот я больше потянула. Так, немножко у нас есть, поэтому еще раз все пересмотрите. Обычно у меня здесь ничего не остается, так, но поскольку вот это вот что-то осталось, так, мы можем поступить следующим образом. Здесь ничего страшного нет. Значит, мы на изнаночной стороне сейчас опять выведем эту ниточку на лицевую сторону. Можно, в принципе, с помощью крючка. Так, и смотрите, что можно сделать, каким образом. Так, вот у нас где-то ниточка. Так, мы ее сейчас подденем крючком. Выведем на лицевую сторону, как я сказала. А сейчас поддеваем уже с изнаночной стороны. В этом месте, где у нас
Вот какая-то такая у нас, скажем, непонятная такое получилось. Подхватываем ниточку и уже заводим ее на изнанку. Сейчас я подхвачу. То есть цепляем вот это вот, скажем, то, что у нас было некрасиво, то, что у нас осталось. Вот оно. Вот видите? Так, и в результате смотрите, что у нас получилось. Вот у нас этот шов, петля в петлю. Так, давайте я немножко вот так вот покажу вам. Вот этих 6 петель, которые были сшиты швом петля в петлю. Вот видите, идет продолжение петли полностью. Одной, второй. Здесь у нас вот эти вот, которые были убавочки, тоже они аккуратно все выполнены. И этот хвостик мы с вами тоже спрятали. И так вот выглядит у нас наш мысок и весь носок. Вот если так вот распрямить. Здесь у нас сначала убавок было, как я отмечаю всегда. Заправим вот эти вот кончики. И у нас уже будет выполнена полностью работа. Вот так вот выглядит мысок. С одной стороны. И с другой стороны ленточный мысок. У меня на канале есть отдельное видео тоже, как выполняется этот ленточный мысок. Там, правда, я показываю в детских носочках, поэтому, если кого-то заинтересует, тоже можете перейти по ссылочке и посмотреть. Я надеюсь, те, кто собирается вязать такие носки из Alize Wool Time, я думаю, что вы провяжете очень быстро, потому что они действительно вяжутся очень быстро и, в принципе, недолго. Очень легко. Пряжа довольно-таки толстая, поэтому смело вяжите, и я думаю, вам также понравится. Если вам понравилось это видео, нажимайте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылочкам, скажем, которые есть в описании под видео. Там найдете тоже много интересного, я думаю, полезного. Спасибо за просмотр и до новых встреч!